Ну вот, наверное, я нашла свой формат записывать голосовые во время того, как я готовлюсь ко сну. Профессия такая наша, на самом деле, достаточно интересная, медитативная, можно даже так сказать, в каком-то плане. Очень много приходит мыслей именно во время работы. Я уже писала однажды, что почему нет такого устройства, которое записывало бы мысли твои. Наверняка в далеком будущем такая история будет. Естественно, в нашей работе она такая достаточно монотонная, спокойная, размеренная. Приходят разного рода мысли, идеи, может быть. И за собой, допустим, заметила, что достаточно часто приходится отвлекаться на телефон, чтобы зафиксировать, или просто ее игнорировать, но, естественно, она потом забывается. Вот. И это достаточно неудобно. Во время работы много приходит каких-то идей, слов, предложений, которые по-хорошему бы сразу зафиксировать. И вот я искала какой-то метод. Опять же, не буду же я по духу клиентам бубнить, правда? Поэтому вот, пожалуй, такой формат голосовых сообщений, которые будут примерно накоплены за целый день, и в конце рабочего дня можно как будто бы собрать все эти мысли в кучу и сразу же их, так сказать, выдать. Потому что формат подкастов и там написание текстов и съемка видео — это вообще 3 совершенно разные задачи. И не буду скрывать, что, допустим, формат аудио, вот этот подкаст, не знаю, насколько он хорошо сделан с точки зрения там, качества и так далее, но мне он нравится. Мне кажется, это качество моих выпусков достаточно сносным. Конечно, есть очень какие-то плохие, но ничего страшного, пусть будут. Конечно, по сравнению с какими-то крутыми продакшенами я абсолютно отдыхаю. Но на самом деле я не знаю, в нашей индустрии есть ли какие-то каналы. Я и не смотрела в самом деле. Формат текста тоже обожаю, но это больше такой пост какой-то. Я люблю писать, но писать это очень долго. Я не люблю выдавать сырой текст, мне приходит мысль, и чтобы ее развить, это, естественно, требуется какое-то количество времени. И очень часто я за собой замечаю, что написать хочется там какую-то буквально одну мысль, 2-3 предложения. Кажется, разговаривать я тоже разучилась. Хочется написать какие-то 2-3 предложения, но постепенно оно обрастает все дальше и дальше и дальше новыми какими-то деталями, подробностями. И таким образом текстовой формат уходит вообще в невиданные дали. Поэтому текстовой формат вообще может у меня лежать чуть ли не годами. Действительно, у меня есть в заметках тексты, которым уже по несколько лет, и они до сих пор не опубликованы. Это очень плохо. Действительно лучше выдавать. Ну, хотя нет, я не могу так сказать, что лучше выдать сырой вариант, чем вообще никакой. Тоже не всегда хочется выглядеть глупо, не всегда хочется выдать какую-то дурость. Иногда это, конечно, с успехом у меня получается. А по поводу видеоряда, там совсем вообще другая история. Тоже не могу сказать абсолютно, что в моих роликах какая-то присутствует особенная эстетика. Они совершенно не продуманы с точки зрения там, визуала. Я не вижу картинки, как красиво, ракурсы и так далее. Мне, как кажется, очень плохо в этом разбираюсь. Мне гораздо важнее вот высказать то, что я хочу сказать. И как будто бы картинка уходит на второй план. Поэтому там и освещение может быть плохим, там еще какие-то детали не какими-то ненужными, лишними. И с точки зрения эстетики именно визуальной, конечно же, мои видео форматы, они абсолютно дилетантские. Ну и опять же, я не претендую на звание какого-то крутого блогера и так далее. Просто хочется высказывать мысли свои.
потому что действительно в профессии я уже, не первый год. Да, долго действительно уже. И говорить по какому-то шаблону не хочется. Именно поэтому я пытаюсь выбирать какие-то темы, которые мне интересны на самом деле. А они приходят вот так просто по щелчку, вот именно в период, когда я работаю с клиентом. И вот очень жаль, что львиная доля из них просто исчезает, потому как нет возможности зафиксировать и развернуть эту мысль. То есть как это примерно выглядит? Я сижу, работаю с клиентом, и вот, любая тема просто меня посещает, и мне хочется ее развернуть, и в своих фантазиях я очень много придумываю всего. Придумываю там какие-то шутки, какие-то речевые обороты. Сама сижу там что-то мечтаю, угораю, додумываю. В общем, целый спектакль у себя устраиваю в голове. Но потом, когда заканчивается работа, и я пытаюсь это воспроизвести снова, то же самое, не получается. Именно поэтому я хочу себе в голову диктофон, который записывал бы мои мысли. Но только те, которые надо, которые нужны, которые полезны. Остальные вообще нужно не то, что не записывать, их нужно удалять срочным образом. Короче, если я доживу до этого момента, я хотела бы какую фичу такую крутую, чтобы меня хакнули и вставили в голову, или где это должно вставляться, я не знаю, куда угодно, мне без разницы, чтобы мне вставили какой-то чип, который вот как какая-то крутейшая нейросеть записывала бы все, нейропомощник, вторая личность только в сети, в интернете, виртуальная. Вот я бы на самом деле хотела ее именно с этой точки зрения. Да ладно. В общем, форматом аудио быть. Знаете, еще в чем прикол? Как будто бы рациональнее, писать на одну тему и выпускать ее в разных форматах. Но в том-то и дело, я и говорю, что мне всегда хочется что-то дополнить, что-то убрать, что-то заменить, в какую-то тему приплести к другой. В общем, в такие дебри я захожу иногда. И действительно, с точки зрения правильности маркетинга и так далее, я в этом плане тоже я вообще, получается, нигде не образованный человек, визуал у меня плохой, аудио какие-то тоже со звуком проблемы. Короче, записывать не могу, все забываю, как-то вообще бездарность получается. Нет, я, конечно, просто, может быть, утрирую, что-то все-таки во мне есть. Выпуски-то неплохие, они мне нравятся сам процесс, даже более того. И я знаю, что есть люди, которым этот контент полезный. Поэтому даже если он одному человеку полезный, то вообще, значит, не зря я сделала. Так вот, с точки зрения маркетинга и правильной упаковки, или как там это называется, своего контента, правильнее выпускать на одну тему несколько выпусков, и то есть, по сути, ты сделал текстовый формат, не так, начитал голосовое, из него сделал текст, или наоборот, вот еще проще. Сперва записал видео, из этого видео вырезал слова, сделал аудиодорожку, закинул его в какой-нибудь там подкаст, и потом просто в текст перевел. Вот тебе как будто бы 3 формата, про одно. Но я так не могу, мне так неинтересно, я все время хочу что-то работать. В общем, к чему я это говорю? Формат найден. Я вообще думаю, что ничего там нет плохого. Вот буду начитывать перед сном, чтобы вот так сесть, прям собраться с мыслями, чтобы никто не отвлекал, никакие сообщения не приходили, благо, что у меня сейчас стоит этот режим сна не беспокоить. Вот. Еще думала купить для этого диктофон, такой. Знаете, были такие раньше фильмы, но там сколько, 80-е, 90-е, где журналисты ходили с диктофоном. Пока не поняла, конечно, как я его буду использовать. Вообще, как девайс, прикольная штука. Не знаю, мне просто как-то нравится этот вайб,
Хотя я еще не пробовала, но мне почему-то хочется ходить, как вот этот журналист какой-нибудь из кинофильмов. Ну вот как думаете, мне кажется, это вообще крутая штука иметь диктофон. Это настолько аутентично, это настолько необычно, прикольно. Ну, не знаю, короче, вот такие у меня фантазии. Значит, подкасту быть. Буду, правда, стараться, чтобы был и звук хороший, и темы интересные. Буду стараться, правда. А еще вот оно что какое дело. Есть такая фишка постоянно, вот как текста я постоянно переписываю, дополняю, вот так же хочется всегда добавлять в видео, в аудио, везде. Но это такая ловушка на самом деле. Ну и прям бывает, когда ты супер сильно, прям из штанов выпрыгиваешь, прям стараешься, а тоже иногда плохо. Вот. Как сделал? Ну, так и сделал, как бы. Надо писать в один дубль.